Всем привет! Вариант малогабаритного телевизора от компании LG представлю в этом видеоролике. Диагональ экрана 55 см или 22 дюйма. Я приобрел его в Минске в интернет-магазине M-Video за скромные $180. Покупка под заказ, доставка в течение 5 дней. Пожалуй, за такие деньги можно купить также бюджетный смартфон, но телевизор проигрывает ему функциональности, а выигрывает в размере экрана. Все ссылки в описании к видеоролику. Телевизор упакован в коробку из плотного картона, на которой указан бренд производителя, а также некоторые его технические возможности. На одном из торцов упаковки вклеен вот такой стикер, на котором указана конкретная модель этого телевизора, то, что произведен он в России в феврале 2018 года, то есть телевизор свеженький. Также с техническими характеристиками этого телевизора можно ознакомиться на официальном сайте, здесь имеется ссылочка. Это модель прошлого 2017 года. На официальном российском сайте компании LG в линейке телевизоров с диагональю экрана до 24 дюймов представлено всего 8 моделей. Это серии MT48, 49, 58 и LH451, 480. Как правило, модели с экраном в 24 дюйма имеют пониженное разрешение 1366 на 768 пикселей, но оснащены смарт-функциями. А модели с экраном в 22 дюйма обладают Full HD матрицей, однако в них отсутствуют беспроводные модули. Именно такой экземпляр сегодня на обзоре. Весь комплект уложен в пенопласт внутри коробки. Небольшой по габаритам телевизор комплектуется вот такой подставкой из глянцевого пластика, тут металла нет. Инструкция на двух языках, русском и украинском. Вот такой листочек с быстрым ознакомлением комплектации, подключениями. И вот такой листик. Правила транспортировки, реализации, утилизации на нескольких языках, в том числе и на русском. В комплекте также присутствуют 4 винта для настенного крепления. Свои винтики имеются. Адаптер питания. Тут внешний блок питания. Вот с таким вот коннектором. И его параметры 19 вольт, 1,7 ампера. Ну, не слишком громоздкий, но все-таки вот есть внешний блок питания. Далее присутствует вот такой пластиковый пульт. Вот покрупнее покажу его модель. Данный аппарат комплектуется только одним пультом, который подключается и управляет телевизором по инфракрасному каналу. Пульт стандартный для модельных рядов прошлых лет. Кто таким пользовался, переучиваться не нужно. Очень эргономичный, пользоваться им очень удобно. Его корпус из черного пластика, верхняя часть имеет поверхность подобно фанере. Кнопки разнесены по назначению, отличаются по форме. Основные кнопки регулировки громкости и переключения каналов тактильно, вы не перепутаете. И две батареечки в комплекте к нему от компании Bexel. Формат 3А. Отсутствие пульта. Телевизором можно управлять. Вот здесь на нижней грани расположенный 5-позиционный джойстик. То есть лево-право переключение, регулировка громкости вверх-вниз, переключение программ. И нажатие ОК для вывода телевизора из дежурного режима. Но я уже снял все защитные пленки. Сам телевизор оснащен IPS-матрицей. Здесь вот указано с LED-подсветкой. Рамочка такая широкая, где-то здесь по сантиметру, снизу 1,5-2. И очень глянцевая марка. А матовый экран несколько утоплен в рамку. И корпус и подставка в этой модели черного цвета. В представленном телевизоре очень скудный интерфейс. Здесь нет ни одного аналогового разъема, только цифровые. Данный телевизионный приемник оборудован аналоговым, цифровым и спутниковым тюнерами. Имеются два соответствующих коаксиальных входа для подключения антенн. Также имеется всего лишь один HDMI разъем древней версии 1.3 и гнездо подачи питания. Все они направлены в сторону от экрана, а с торца установлен всего лишь один разъем USB 2.0. Для дешифрования каналов есть карт-слот. На задней стенке есть позиция для крепления кронштейна типа веса 75 на 75 мм и большой логотип LG. Крепление этой серповидной подставки к телевизору осуществляется без винтов, просто на защелке. Для демонтажа подставки необходимо вот этот язычок просто подать в обратную от экрана сторону и достать подставку. И снизу также расположены решетки, за которыми находятся два маломощных динамика по 5 Вт,
Данный телевизор позиционируется как кухонная модель и компьютерный монитор. Его размеры: ширина 508 мм, высота без подставки 317 мм. Средняя толщина телевизора это 3 см, но в нижней части около 5. С модельного ряда 2016 года LG отказались от подсветки своего логотипа внизу под экраном. Светодиод дежурного режима красного цвета имеется. При первом включении телевизора нас включает такой уже знакомый персонаж, этот птенчик. Настройка телевизора из коробки простая и понятная. Меню настройки поддерживает 35 языков, включая русский. Далее пользователь выбирает страну вещания. В моем случае это Беларусь. Управление меню осуществляется кнопочками со стрелками. Подтверждение команд кнопочкой ОК. Матовый Full HD IPS экран телевизора LG смотрится выигрышнее по сравнению с глянцевым Full HD экраном типа LCD у телевизора Samsung UE32F5500. Добиться настройками сходства с изображением на телевизоре LG мне так и не удалось. И продемонстрируем уровень громкости. Вот для телевизора вполне достаточно. Поскольку в телевизоре установлены два маломощных динамика 5-ваттных, придется довольствоваться ими, потому что в телевизоре отсутствует какая-либо возможность вывода звукового сопровождения на внешние устройства воспроизведения. Даже с телевизором LG старшей модели, где в принципе передача цветов сходна, но матовый экран, как видите, выигрышный смотрится по сравнению с глянцевой поверхностью IPS матрицы 4K. Для перехода к настройкам есть три возможности. Это стандартно нажать на кнопочку с шестеренкой и вызвать меню настроек. Или нажать на кнопочку Q-меню, быстрое меню. Оно отображается таким вот образом, и с помощью стрелок мы также перемещаемся по этому меню. И еще одна возможность — это такой лаунчер, как в системе WebOS. Вот таким вот образом. Тут закладочки, 9 закладочек, и тут тоже можно перенести последняя закладка — это настройки. В меню настройки звука есть 6 пресетов. Оптимальный для меня я выбрал это музыка. В пресете стандарт можно также включить режим виртуального окружения и задействовать эквалайзер. Что касается изображения, то оно вполне приличное на маленьком 22-дюймовом IPS экране, состоящем из 2 073 600 пазлов, которые складываются в Full HD изображение. Соотношение сторон 16:9, частота матрицы 50 Гц. Здесь используется светодиодная Edge подсветка. Картинка насыщенная, контрастная, очень четкая. Цвета, вот единственное заметил в этой матрице, естественные цвета. Заявленные углы обзора 178 градусов. Что удобно при установке телевизора в любом месте кухни. В настройках изображения имеется 8 пресетов и возможность пользовательской настройки путем регулировки каких-то параметров изображения. Телевизор поддерживает USB устройства, отформатированные файловой системы FAT32 и NTFS. Телевизор также способен считывать контент с внешнего HDD устройства с питанием 5 вольт, током 500 мА и объемом до 2 терабайт. Встроенный плеер управляется или кнопками на экране, которые вызываются при нажатии на кнопку ОК пульта, или кнопочками, отдельным блоком кнопок на пульте. Возможно ускорение воспроизведения до 32 крат. Телевизор поддерживает большинство видео и аудио форматов. Кстати, при воспроизведении видеофильма со звуковой дорожкой с частотой дискретизации 96 кГц заметил некоторое подтормаживание. Для воспроизведения аудиоконтента с внешних носителей информации имеется такой встроенный аудиоплеер. Управлять им можно как с экрана, так и непосредственно кнопками пульта. Если этот телевизор использовать в качестве игрового монитора, то некоторые настройки можно вызвать на пульте с помощью зеленой кнопки. Тут даже геймпад изображен. И здесь нам становится доступный режим стабилизации черного и режим DAS, который, как заверяют разработчики, предотвращает лаги в динамичных сценах. Телевизор обладает поддержкой отображения телетекста и несколькими режимами энергосбережения. В меню телевизора также встроено 3 простенькие игры. Управление играми осуществляется с помощью такого пульта, кнопками со стрелками и подтверждение кнопка ОК. С официального сайта LG.com можно скачать другие игры и установить.
Для этого необходимо воспользоваться USB-флешкой. Согласно справочному руководству, перейдем к нему, нажав зеленую кнопку пульта. Конкретно для этой модели телевизора на сайте LG.com можно скачать еще в папке LG Games, скачать Monster World. Ну что же, подведем итог. Это один из самых дешевых и простых в функциональном плане телевизор, но который полностью заточен под цифровой интерфейс. Все, для чего предназначен телевизионный приемник, четкое изображение и приемлемое звуковое сопровождение в нем присутствует. Это Full HD IPS экран с хорошим запасом яркости, с четкостью, который дает очень детализированную картинку с естественными цветами. Предназначен для просмотра телевизионных передач и видеофильмов. Некоторые пользователи посчитают неудобством то, что здесь отсутствует интерфейс для подключения аналоговых устройств. Также неудобно используемая здесь в комплекте поставка, потому что она фиксирует телевизор только в одном положении. Как кухонная модель, телевизор меня полностью устраивает. Вас же попрошу оценить этот видеоролик лайками, дизлайками, подписывайтесь на канал, и мы скоро обязательно увидимся. Пока, до встречи.